мае 2026 года мы отправились в путь Сантьяго. Нам предстояло преодолеть более 300 километров по северу Испании, на своих двоих, с рюкзаками за плечами и всего одним вопросом: стоит ли оно того? Или может все-таки лучше отдых в более привычном формате? All-inclusive в отеле и никуда не надо идти. Ведь нам предстояло идти пешком 2 недели, каждый день. И если честно, мы еще сами тогда не до конца понимали, во что ввязались. Вау. Yeah! Ах да, с нами же еще был Леброн. Да, вот они мы, семья Любимовых. Мы живем в Испании, в солнечной Валенсии. Это я, Никита. Мне 37 лет, я работаю в рекламе, увлекаюсь спортом, кино, путешествиями и винилом. Ну, об этом как-нибудь потом расскажу. А это Оля, моя жена. Она работает визажистом, и у нее самая красивая улыбка на свете. Ну и наш маленький член семьи, Леброн. Ему 9 месяцев, он левретка, конфетка, кокетка, а еще он очень умный. Правда? Есть еще Ева. Она тоже член нашей семьи, и мы ее очень любим, но в отличие от нас, она предпочитает не путешествовать, поэтому к ее же радости мы оставляем ее у друзей. Подготовку к нашему путешествию мы начали с того, что поставили все необходимые прививки Леброну и надели на него ошейник от клещей. Мы пришли с Леброном ставить прививочку. Потом мы купили все, что нужно для нас, и сложили в 2 рюкзака. Мы брали с собой только самое необходимое, ведь каждый лишний килограмм будет сильно ощущаться в пути. Что, Лебрончик, тебе собираем, да? Для тебя собираем, да? А вы ничего не забыли мне положить? Эта кучка принадлежит Леброну, эта кучка принадлежит мне, плюс техника, и кучка, которая принадлежит Оле. И еще ее кроссовки. Ну, не так много вещей, кстати, у нас получилось. Чего ты ждешь от нашего путешествия? Я жду какой-то перезагрузки, именно мысленной. Жду, что я отдохну морально, полностью отброшу все свои какие-то мысли тревожные и так далее. Забуду на 2 недели об этом и буду наслаждаться только красивыми видами, природой и нашим совместным времяпрепровождением. Также я жду, что это будет небольшое испытание для меня физически, потому что я человек не очень сильно физически подготовленный, и каждый день шагать по 20-30 километров мне, наверное, будет тяжело. И то, из-за чего я переживаю больше всего, это 2 вещи. Во-первых, это Леброн, он же маленький, и как он будет преодолевать эти 25 километров в день, плюс там будут горы, достаточно крутые подъемы. Ну вот. И второе, это чтобы ни я, ни Оля просто не натерли себе мозоли. Ты можешь хотеть идти дальше физически, но если у тебя адская боль в ногах из-за мозоли, то ты просто теряешь дни. А как ты думаешь, какие могут быть у нас сложности? Я больше всего переживаю за Леброна, за собаку. Как он будет это переносить? Не случится ли у нас каких-то там форс-мажоров, да, непредвиденных ситуаций? Я больше всего за это переживаю, но я думаю, что все можно решить. По ходу разберемся. Да, да. Лебрончик. А ты? Vamos a Joaquín Sorolla, ¿verdad? Sí. Гайс, если вам нравится это видео, то поставьте ему лайк. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Подъезжаем к Овьедо. Лебрончик спит. Оля тоже поспала. Леброн, тебе грустную песню какую-нибудь включить? Итак, мы вступили в Овьедо. Лебрончик спал, Да, кстати, Леброн всю дорогу проспал. пытался что-то съесть. В общем, как обычно. Мы в Овьедо. Овьедо нас сразу встретил достаточно прохладной погодой. Поэтому мы направились сразу в наш отель, который находился недалеко от центра.
Номер был небольшой, зато можно с собакой. Здесь мы хорошо выспались с такой вот картиной над головой, а из окна даже немного виднелись горы. Кинув вещи в номере, мы одели Леброна потеплее и отправились смотреть город. И мы были бы не мы, если бы... Самое первое, куда мы направились, приехав в город Овьедо, это, конечно, улица Сидра. Вот такую вот бутылочку сидра нам принесли. Так, первый раз пробуем сидр. Мас? Офигеть. Вообще не похож на тут. Да, он очень сухой. Я вот такую люблю. На квас, да, похож как будто? Ну что, за наше путешествие. В общем, нам принесли первую бутылку, я ее разлил, и нам люди за соседним столиком сказали, что я неправильно сделал, нужно обязательно, чтобы официант подходил каждый раз и с высоты поднятой, вытянутой руки тебе наливал. Для того, чтобы наполнить напиток кислородом, то есть он с высоты летит и насыщается кислородом. В общем, конечно, этот способ наливания, он не для тех людей, которые любят пить быстро. Потому что, пока ты жмешь, пока они нальют, тебе хочется уже выпить. Вот, то есть мы пьем гораздо быстрее, чем нам наливают. Когда у Леброна надевается капюшон на худи, ощущается он, как будто бы он чувак, который тебе сейчас грамм продаст. Ну что? Si queréis alguna patata más o pasarlo un poquito más, sin problema, ¿vale? Ну что, пробуем. Ну, кстати, мясо выглядит очень сырое, да? Как очень сырое. Ну-ка. Вкусно? Да? Ой, все, иду пробовать. Пробуем лук, фаршированный тунцом. Традиционное, видимо, астурийское блюдо. Так, мы посидели в ресторане в Овьедо. Как твои впечатления? Посидели. В целом, оба блюда меня удивили. И сидр, кстати, тоже классный. Прикольный. Понравилось, да, тебе? Да. Путешествие начинается отлично. Стоп, самое время вам кое в чем признаться. Это уже мой не первый путь в Сантьяго, а уже третий. Первый я прошел из Португалии, второй проехал на велосипеде из Франции, около 900 километров. Но это первый путь в Сантьяго, который мы прошли вместе с Олей и с Леброном. И когда мы выбирали, какой путь нам идти, ведь их огромное количество из разных уголков Европы, и объединяет их только финальная точка, город Сантьяго де Компостела, то мы обратились к интернету и выбрали тот путь, про который пишут, что он самый красивый. Этот путь называется Камино Примитива, он начинается в городе Овьедо, Астурия. В конце пути каждый путник может получить Компостелу. Это официальный документ, который подтверждает, что ты, на секундочку, пилигрим, а во-вторых, что ты реально прошел путь Сантьяго. Но чтобы тебе поверили, что ты его реально прошел, ты должен получить креденциаль в том городе, откуда ты начинаешь свой поход. И потом всю дорогу ты ставишь в нем печати. По одной в день, а финальные 100 километров по 2. Эти печати можно ставить где угодно. В отелях, на заправках, в храмах, да хоть в полицейский участок зайди и поставь. И уже потом с этим креденциалем ты сможешь получить свою Компостелу. Поэтому первым делом, когда мы оказались в Овьедо, мы пошли получать свои креденциали. Стоили они копейки, плюс еще часто к ним покупают такие специальные ракушки. Это такой символ пилигрима. Мы, кстати, взяли все в тройном экземпляре, для Леброна тоже. Он ведь идет с нами. Я, правда, не уверен, что ему в конце пути выдадут Компостелу, но печати мы все равно будем ставить и ему. И вот мы поставили свои первые печати и двинулись в путь. Примерно так же, как в 9 веке из Овьедо вышел Альфонсо II, король Астурии. Именно он и прошел самым первым в истории Камино. Поэтому оно так и называется – Камино Примитива, или первобытный путь. Зачем же он пошел этим путем, спросит любопытный зритель. А все дело вот в чем. Все началось с одного парня, вы точно знаете его имя. У него еще было 12 учеников, классные ребята, в основном. Одного из них звали Иаков, и после того, как его казнили, по легенде, его ученики поместили его тело в лодку и отправили ее по морю. И чудесным образом лодка не только не утонула, но и прибилась к берегам Галисии. На том месте его и похоронили, а после забыли аж на несколько столетий. Но в 9 веке один человек увидел волшебное сияние над захоронением, и после короткого расследования все быстро поняли, в чем дело. И вот наш Альфонсо II, узнав новость, решился первым пуститься в паломничество к этому месту, к мощам Иакова, а вокруг этого места вырос целый город – Сантьяго де Компостела, до которого нам оставалось идти всего 323 километра. Подумаешь, делов-то. Первый день. Вышли из Овьедо.
Расскажи, как тебе первый день нашего путешествия? По-моему, отличный первый день. Мы вот уже почти дошли. Наверное, километров 25 уже преодолели. Смотрите, какая река. Мне тоже очень нравится. Вот ты идешь вот так вот. Вот такая природа немножко. Мы шли по Астурии, шли мимо цветущих лугов, мимо зеленых холмов, мимо старинных монастырей, мимо уютных городков, мимо конных пастбищ, мимо ферм со знаменитыми астурийскими коровами. Шли через залитые солнцем леса и через дремучие темные чащи, шли по дорогам, и там, где дорог еще не придумали, шли по деревянным мостам и по каменным, шли по большим мостам и по очень большим, шли мимо живописных ручьев и мимо шумных рек, шли вперед все вместе, шли, изредка останавливаясь, чтобы поставить печати, или попить воды, или просто перевести дух в красивом месте. А потом снова шли, иногда даже бежали, а иногда, ну вы сами видите, шли целыми днями, и в конце второго дня мы дошли до... На Камино Примитива первым любопытным городом является Салос. Он небольшой, но очень атмосферный, с отлично сохранившимся средневековым центром. Живет тут всего 1500 человек, поэтому каждый знает каждого. Hola, chicos! ¿Qué tal? В Салосе мы сытно поели, заказав традиционный ужин для пилигримов. Сами можете оценить количество и размеры порций, которые нам принесли. Цена за двоих с графином вина и 6 блюдами всего 30 евро. И в этом же городе мы остановились с ночевкой. Стоп! А кстати, где мы планировали жить на Камино? Сейчас расскажу. Вообще, раньше пилигримы останавливались в специальных приютах. Они назывались альберги и встречались по всему пути. Сейчас альберги тоже есть, и их довольно много, и они либо очень дешевые, от 10 евро за ночь, либо вообще бесплатные, за донат. Представляют собой, как правило, что-то типа хостела. Большое помещение с кучей двухъярусной кровати. Спать там не всегда удобно, думаю, вы понимаете почему. Поэтому, если вы решите сэкономить, то точно берите с собой беруши и маску для сна. Но при всем при этом, альберги бывают очень прикольными. Иногда они находятся в каком-нибудь древнем монастыре, иногда это просто какое-то невероятно красивое место, ну а иногда это просто хостел. Современные пилигримы могут останавливаться и в отелях. И мы как раз были за этот вариант, потому что для нас лучше самый плохой номер, но со своим туалетом и душем, чем самый лучший альберги. Но с нами был Леброн. Поэтому зачастую, когда мы подбирали себе места для ночевки, вариант с собакой либо был один, либо вообще не было. Да, несколько дней подряд, когда мы вышли к Астурийским горам, мы просто не могли найти ничего. Поэтому приходилось поступать очень хитро. Мы доходили до ближайшего населенного пункта, где была более-менее какая-то цивилизация, и вызывали туда такси. Ехали несколько километров в другую сторону, туда, где мы могли переночевать, а потом на утро снова на такси возвращались обратно. Неудобно? Да. Но зато рабочий вариант и не противоречит правилам Камино. За время нашего пути, где мы только не жили. В отелях, в апартаментах, целиком арендованных домах, даже пару раз в альберге останавливались. Правда, все равно у нас был отдельный номер. И если честно, в этом даже был какой-то кайф. Потому что все жилье мы бронировали сильно заранее, и к началу похода мы уже просто не помнили, где нам предстоит ночевать. Проверяли это только день в день, и каждый раз это становилось маленьким сюрпризом для нас. Но в итоге все места, которые мы бронировали, оказались просто замечательными. Так что не бойтесь идти по Камино Примитива, если заранее подобрать все жилье, то вы точно не пропадете. Это наши апартаменты на сегодня. Значит, мы попадаем туда сразу. У нас есть... Огромная, да? Ага. С панорамными окнами. Спальня. Да, здесь спальня. Леброн просто в восторге уже. Санузел раз. Два. Есть санузел с ванной, да? Да. Есть своя кухня. Наш сегодняшний номер. Небольшой, зато с хорошим ремонтом. Сегодня у нас апартаменты, тоже достаточно большие. У нас есть, как всегда, гостевая комната, есть кухня с стиралкой. Наш сегодняшний номер тоже находится в альберге, где все пилигримы спят вместе. Мы сняли себе, естественно, отдельный номер, потому что мы с собакой. Сегодня у нас примерно такой вид из окна. Лошадки пасутся. Просто посмотрите. Я не знаю, ну тут просто место, просто дофига. Коридор, туалет. Вот Оля моет лапки Леброну, душ. И, конечно, спальня с хорошей кроватью. И даже искусственный цветок поставили. Наш номер на сегодня такой достаточно уютненький.
Вид из окна. Мы живем сейчас вот в этих вот апартаментах. У нас прикольное такое место. Там баня, там находится зона барбекю. Что у нас сегодня? Во-первых, коридор выходит в огромную гостиную. Даже книги есть какие-то энциклопедические. Здесь кухня, комната с двухспальной кроватью. Идем дальше. Еще одна комната. Еще есть спальня. Вау, камин! Смотри, даже есть мисочки для собаки, прикинь? Вау, джакузи. Офигеть. Круто. Слушай, ну офигенно, честно говоря. Да. Офигенно. Там еще на второй этаж пойдем. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Круто. Круто. Ну что сказать. Слушай, ну это, короче, один из лучших пока номеров. А сколько стоит, кстати? 160 евро. 160 евро ночь. Ну вот как бы других вариантов особо-то и не было у нас. На третий день погода просто замечательная. Солнце, птички поют. Му. Что такое, Масюк? Все хорошо? Заходим в Тинео, заканчиваем наш третий день. Прошли всю дистанцию легко. Первую часть дистанции мы шли в гору, достаточно крутую. Я поэтому Леброна просто взял, сразу посадил в сумку и километров 8, наверное, протащил его в сумке. Никаких мозолей у нас нет, все хорошо. Во время изнурительного дня вот такие вот заведения очень спасают. Там можно найти прохладительные напитки, безалкогольное пиво, свежевыжатый сок, в общем, все, что нужно пилигриму для того, чтобы успешно дойти до цели. Пойду тоже зайду. Мы только что сели в кафешке, и я снял рюкзак впервые, наверное, и я понимаю, что у меня плечи просто жесть. Ах, как же болят. Мурашки по коже идут. Теперь я понимаю, почему не рекламируют массажки повсюду. Капец. У меня болят икры, у меня болят колени, вот. И, ну, наверное, все. Так, во-первых, сними. Это потрясающее блюдо астурийской кухни, называется фабада. Вообще это суп, посмотрите, что внутри. Ну, это, конечно, бобы, колбаски. Леброн очень тоже хочет фабаду. Ну, Что, будем пробовать? спаси, сохрани, как говорится. Так, ну, я скажу так, это суп, обычный суп в целом, только с бобами. Суп с бобами, все, и в нем еще плавают куски колбасы. Плавают куски колбасы и какой-то кусок мяса. Нормальный фасолевый суп. Ну, отлично. Ну, по классике, мы одно блюдо делим на двоих, потому что съесть в одно рыло невозможно. Ну да. Ну вот Оля впервые за путь Якова сказала, что она бы хотела иметь домик, который будет находиться на пути Сантьяго. Чтобы на пенсии можно было сделать из него какую-нибудь альберги и принимать туристов со всего мира. Потому что природа вокруг обалденная, все так классно, жизнь здесь одно удовольствие. Вот, а еще и пилигримы денежки платят. Оль, про тебя говорю. Да.
Леброн молодец, обнаружил кусты с земляничкой с настоящей. Сладкая. Которая красная, она прям сладущая, да. Смотри, Лебрончик, вот, смотри, какая хорошая, вкусная. Ай, прям съел с веточки, да, вкусная, какая земляничка. А вот смотри, Леброн, вот. Вот, смотри, большая прям. Вот, смотри. Леброн, смотри, вот, малыш. Да? Вот это жизнь, да, скажи. Земляничку прям с куста. Вот уже обратная сторона хорошей погоды. Вначале мы радовались, что погода очень солнечная, а теперь солнце начинает припекать. Под солнцем, я не знаю, наверное, под 40 градусов. Вот, конечно, очень выматывает такая погода. Офигеть! Вау! Блин, просто природа, да? Необъятная. Просто бомба-пушка. Сегодня на пути нам вообще не встречается никакая цивилизация. Хорошо, что мы взяли с собой еду, воду. Но с водой тут попроще. Тут мы пьем ее из горных ручейков различных. Она тут чистая, хорошая, вкусная. Вот. А кафе, магазинов на пути просто нет. Очередная гора, очередной подъем. Фух, честно говоря, тяжеловато. Тяжело прям. Особенно, когда яркое солнце. Надо планировать свой день так, чтобы желательно до самого солнцепека уже доходить до места. Вот мы, если обсмотреть все вокруг, просто природа. Вот в этом, конечно, есть и кайф, но в этом есть и опасность. Потому что если что-то произойдет, то на своих двоих до цивилизации идти, полдня или целый день. Последние 5 километров подъема до Аянды, конечно, мега сложно. И, наверное, по сложности подъем 9 из 10. И что-то мы не ожидали, что в конце нас так удивит наш маршрут. Но нам осталось идти еще где-то километра 3. И посмотрите как. Мы на высоте 806 метров. Вокруг уже прям горы. Почти пришли. Сил нет. Вот оно, это долбаное слово, ради которого мы шли сегодня почти 30 километров в гору, с горы, капец, по солнцу, по открытым полям, Пола де Аянды. Все, мне будет сниться это слово. Малыш, говори, первое впечатление. Все плохо. Все плохо? Что такое? Я очень устала, больше не могу идти. Но мы все равно немного прошлись по городу, благо он оказался небольшим. Поужинали в местном кафе и легли спать. А ночью нам всем троим приснился один и тот же сон, будто уже наступило завтра, и мы вышли из Пола де Аянды и весь день шли строго в горку. 25 километров. А в конце мы оказались в безумно красивом месте и окружали нас зеленые горы Астурии. Так, кстати, оно и было. Самая красивая часть пути наступает, когда вы оказываетесь в этом регионе. Горы Астурии — это что-то потрясающее, они безумно красивые. Вообще, пройти путь Сантьяго можно только из-за этих нескольких дней, когда идешь по этим местам. Да, эти дни были самыми тяжелыми, помните наши лица пару минут назад? Но оно того стоило. Это чистый кайф. Астурия, на мой взгляд, самый красивый регион Испании. Пройдя этот участок маршрута, ты наверняка встретишь древние поселения, увидишь величественную дамбу с невероятными видами, а на обед остановишься среди нетронутой природы. Или на вершине одной из гор, в окружении мирно пасущихся лошадей. Здесь каждый километр словно открытка, которую хочется сохранить навсегда. Мы запомним эти места на всю жизнь.
покушать. Здесь на горе стоит такой небольшой фудтрак, где можно отдохнуть и поесть. Все люди на нас смотрят, потому что мы с собакой вышли откуда-то из гор. И, в общем-то, для них это просто чудеса чудесные. Hola. Buen camino. За нас. Интересный факт. В те времена, когда большая часть Пиренейского полуострова находилась под властью мавров, путь Сантьяго был не только паломническим маршрутом, но и еще своеобразным символом сопротивления. Его активно поддерживали христианские королевства, показывая, что север Испании остается безопасным. А жители этих земель не боятся угроз и продолжают жить, путешествовать и принимать гостей со всей Европы. По сути, путь Сантьяго стал средневековой рекламой христианской Испании, живым доказательством того, что эти земли защищены, открыты и готовы принимать тысячи паломников, несмотря на неспокойные времена. Но со временем о пути Якова практически забыли. Лишь спустя столетия историки и исследователи обратили внимание на одну очень интересную деталь. Вдоль севера Испании удивительным образом выстроились древние церкви, монастыри, редкие реликвии. Начав изучать эти места глубже, они выяснили, что все это не случайные памятники, а следы единого маршрута, которым на протяжении многих веков пользовались паломники. Археологические находки, старинные документы, сохранившиеся древние предания – все это позволило буквально заново открыть старинный путь Сантьяго, вернув к жизни одну из самых удивительных традиций Европы. Леброн уже очень хочет в Грандес-де-Салиме попасть. Ой, хороший. А. Не бойся, на носик сверху. На следующее утро, после легкого завтрака, мы вновь отправились в путь. Сегодня у нас последний мощный подъем вверх на 800 метров. И дальше мы выходим из Астурии, переходим в Галисию. Ландшафт будет другой, будет больше полей, больше равнин. И, собственно, на этом заканчивается наше путешествие по горам. Сегодня нам предстояло покинуть Астурию. Настроение было отличным. Мы радовались, что самый сложный участок остается позади. Но с другой стороны, не могли отделаться от легкой грусти. За эти дни мы так привыкли к постоянным подъемам, что они стали частью нашего пути. И теперь даже возникал вопрос, а как вообще идти дальше без всего этого? Мы выходим из Астурии, и буквально через несколько метров начнется уже Галисия. Привет, Галисия! Вот она, смотрите. Астурия осталась слева, Галисия вот за этой вот чертой. Оль, давай, делай шаг. Делай шаг в Галисию. Е-е-е! И Леброн сделал шаг в Галисию. Е-е-е! И я делаю шаг в Галисию. Воу! Вот только зашли в Галисию. И посмотрите, даже цвета поменялись, да? Как будто бы зеленый стал других оттенков. Ну и рельеф тоже совсем другой. Нет тебе ни гор уже впереди, какие-то вот барханы, какие-то непонятные кусты. Это вот Галисия. Что случилось? Просто шли, он просто взял и лег в тенечке, да? Первый раз за 7 дней такое. Ну, поэтому теперь идет у нас на ручку. Наверное, накопилась усталость. Ну ладно, донесем его, уже остался километр. И отдыхать. И дальше отдыхать. Сегодня ресторанов, где можно кушать с собаками, у нас нет, к сожалению, поэтому мы заехали в один и просто взяли с собой вот такое вот мясо, очень вкусное. Пульпа, так как мы в Галисии, мы взяли, естественно, осьминога.
картошечка, соусы, плюс вино взяли, плюс взяли всякие ништяки. И сегодня вот мы чилим, отдыхаем вот с таким вот видом. Вот отдельный один креденциаль именно для Леброна. И печати, и штампики мы ему тоже ставим. Лебрончик, что ты? Тебе вон паспорт тоже готовится. Зона для пилигримов с собаками. Абсолютно бесплатно. Вот есть территория, где можно отдохнуть. Ну и, собственно, мы, конечно, не могли не зайти. Хотя мы сегодня должны много километров пройти. Ну, блин, Леброну побегать, поиграться, вообще кайф. Просто он сделал для всех тут такое местечко классное. Сам тут что-то мастерит. И у него тут написано: я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Вот, muchas gracias a este lugar. Вот эти две прекрасные собаки, им уже по 13-14 лет, вот с которыми Леброн пытается играть. Они уже старенькие, они несколько раз прошли путь Якова, они прошли путь французский, они прошли португальский путь, они прошли примитива, английский путь, они прошли зимний путь, серебряный путь. Ну, короче, они уже много-много-много раз прошли путь Якова. Офигеть просто. Некоторые люди столько не путешествовали, сколько путешествовали эти две пожилые собаки. Ну, Леброн, конечно, тут вообще в офиге. Целая территория, на которой он бегает. Тут вообще круто, конечно, мужичок сделал очень приятную такую вещь. Вчера произошло ЧП. Вчера мы приехали вот в апартаменты, вышли с Леброном на улицу погулять, и у соседей живет собака. Собака начала лаять, и Леброн просто резко от страха просто побежал вот сюда. Тут, наверное, метра 3-3,5. Просто полетел вон туда вот. Я, конечно, сразу побежал туда смотреть, что произошло. Не услышал никаких звуков, то есть он даже не скулил, ничего, просто упал и все. Я заглядываю вниз и вижу, что стоит, дрожит, испуганный. Вот, слава богу, не пострадал, ни ушибов, ни переломов, ничего нет. Я думаю, что это просто как-то он упал, может быть, нам повезло. Ну, потому что всем известно, что у левреток лапы хрустальные. И теперь с сегодняшнего дня вообще не будем его отпускать с поводка, потому что он может увидеть что угодно, испугаться чего угодно и просто резко побежать. И хорошо, здесь 2-3 метра. А представьте, когда мы забираемся на гору на какую-нибудь, где там просто обрыв. Он просто увидит какую-нибудь птичку, побежит и упадет. В общем, опасно. Особенно с такой породой. Мы вчера пережили, конечно, наверное, самый большой кошмар за все время камина. Последний крупный город перед Сантьяго – это город Луга. Главная его достопримечательность – древнеримская стена, которая полностью сохранилась и до сих пор окружает исторический центр. А еще по ней можно прогуляться. Благодаря ей Луга внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам город нам понравился, но к этому моменту мы уже настолько задолбались ходить, что сил хватило лишь на короткую прогулку по старому центру. Побродив минут 30, мы решили, что лучше нам уж отдохнуть. Кстати, многие пилигримы начинают свое камино именно в Луга. Сюда легко добраться, а расстояние до Сантьяго составляет чуть более 100 километров, что позволяет получить Компостеллу по официальным правилам. И очень зря, потому что первый же участок после Луга худший на всем камино. Ты вынужден идти по трассе, постоянно напрягаясь от каждой проезжающей мимо машины, а вокруг какие-то невзрачные поселки. Да и пилигримов с этого момента становится гораздо больше. Пропадает этот клевый эффект уединения. Леса, которые ты периодически встречаешь, очень напоминают подмосковные. Это окей, но как будто эффекта вау дорога уже не вызывает.
Идешь как будто уже по привычке, понимая, что уже совсем скоро, спустя 2 недели пути, ты дойдешь до своей финальной цели – Сантьяго де Компостела. В этот момент ты начинаешь думать, зачем все эти люди вообще идут Камино? А зачем ты сам идешь? Конечно, сейчас мало кто ходит по религиозным причинам, зато хоть отбавляя людей, для которых пройти Камино сейчас – это такой вид личностного роста. Полным-полно блогеров на ютубе, которые томным голосом рассказывают, что у них в пути происходят какие-то прозрения, открывается третий глаз, второй пупок и все в таком духе. Мы же люди более приземленные, и каких-то внутренних потрясений с нами не произошло. Тем не менее, мы получили то, ради чего шли этот путь, а именно в полной мере насладились крутым путешествием. И самое главное, сделали это вместе. Представляете, мы даже ни разу не поругались за 2 недели. Видимо, это потому, что в пути все бытовые вещи становятся не так важны. Есть дорога, есть физические и моральные усилия, есть мы, которые поддерживали друг друга, есть финальная общая цель, и каждый пройденный километр тебя к этой цели приближает. Осталось 100 километров, потом 50, 20, 10, и с каждым разом эмоции внутри усиливаются, и в какой-то момент они уже вас переполняют. И вот эти общие эмоции, которые вы испытываете, потому что вы преодолели этот путь вместе, его не получить ни в каком 5-звездочном отеле. И никакие all-inclusive не дадут вам испытать это. Да, возможно, путь Сантьяго — это всего лишь маркетинговая идея, которой пользуется Испания, чтобы привлечь побольше туристов и, следовательно, заработать больше денег. Ведь в сущности не обязательно идти именно путь Сантьяго. Можно пойти в любой другой поход. Ведь главное, и это очень простая и очевидная мысль, это не мощь Иакова, которым все как бы идут, а то время, которое вы проведете вместе и которое вы будете помнить потом всю жизнь. И пока мы об этом думали, мы наконец пришли. Пока эти двое спустя почти 2 недели беспрерывной ходьбы уже подходят к финальной точке своего пути, я вам немного расскажу про город. Сантьяго де Компостела очень красивый город. И даже без Камино приехать сюда на пару дней – отличная идея. Это 3-й по значимости город христианского мира, после Иерусалима и Ватикана. Для тысяч людей он становится символом достижения цели, местом, где заканчивается их путешествие. При этом Сантьяго очень живой город. Здесь круглый год кипит жизнь, учатся десятки тысяч студентов, работают сотни кафе и ресторанов, проходят концерты и фестивали, а по улицам постоянно гуляют туристы и паломники со всего мира. Осталось меньше километра, и мы дошли. Уже виден? По-моему, мы чертовски близки. Чертовски близки к нашему пути. Что испытывает человек, который только что прошел Камино Примитива? Спросите у нас через 10 секунд. Потому что нам осталось пройти цыганку-женщину и переход. Все. И вот они мы. Сантьяго де Компостела. Ну чё, как ты, малышок? Отлично. Да? Все, мы на месте. Смотрите. Смотрите. Оп. Мы дошли, ура! Это было нифига не просто, честно говоря, нифига не просто. Но мы это сделали, дошли. Пришел, увидел, победил наш девиз. А вот у человека девиз: делу время, потехи час. Чик, ты дошел, ура! Ура, 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 ура! Ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты все прошел. Мы дошли. Я не знаю, почему я плачу. Ну вот мы и дошли. Что сказать? Да, было трудно, было жарко, иногда было холодно, иногда какие-то происходили ЧП, что-то происходило все время с Леброном, но мы были вместе, мы помогали друг другу, и
мы добрались. Вот кто-то на великах тоже толпой доехали. Кто-то отдыхает, кто-то чилит, кто-то звонит родным, кто-то фотографируется, но все довольные, счастливые, уставшие. Мне кажется, такие вот походы нужно делать со своими близкими, со своей семьей. Это отличная возможность провести время вместе, вдали от телефонов, интернета, работы, каких-то забот домашних, бытовых, всего вот этого вот мусора. После того, как мы с Олей и с Леброном дошли до кафедрального собора, мы решили сделать следующим образом. Оля пойдет внутрь, прям непосредственно к мощам Святого Иакова. Я внутрь не пойду, буду с Леброном на улице. Вот. А Оля зайдет, посмотрит, так сказать, мощи, прикоснется к Иакову, и я ее подожду на улице. Потому что, мне кажется, с Леброном вход в кафедраль запрещен. Ты получаешь 2 недели такого прям тесного контакта, постоянного общения 24/7, и это круто. И вот 2 недели, которые мы провели вместе, запомнятся на всю жизнь, и будет что рассказать нашим детям. Поэтому я рекомендую всем. Пусть это будет не Камино Примитива, пусть это будет вообще не Камино и вообще не Испания, а любой другой уголок земли, но это того стоит. Ну что ты, малышок? Мощи посмотрела? Да, посмотрела, Ну даже как? обняла его. Прям легла туда в гроб? Ну нет, вот так Якова обняла. Ты не обнимал? А, да, можно, да. Я обняла. Ну, что, тебе понравилось? Ну да, там просто люди все, когда вы спускались в подвал, потом, когда они понимали, что уже выход, они начинали смеяться, потому что они не обратили на это даже внимания, на этот чемоданчик. Ага. Ну да. Ну что, все? Гол? Все, гол. Мы сделали свое дело? Все, пошли. Ну а теперь мы идем за нашими документами. Идем получать наши компостеллы. И вопрос, который, наверное, всех мучает: дадут ли компостеллу Леброну? Он честно прошел весь путь. Мы поставили ему в его креденциаль штампики, у него абсолютно такие же штампы, как у нас. То есть он выполнил все условия для того, чтобы получить компостеллу. Но мы не уверены, что собакам могут вообще в принципе дать компостеллу. Поэтому мы сейчас придем, мы сейчас оплатим там несколько евро за компостеллу, за Леброна компостеллу в том числе. И будем ждать и надеяться, что он получит ее. Мы-то свои-то точно получим. Вот, ну вот, сейчас посмотрим, что нам скажут. Perdone. Dime. Hay para el perro, para El perro recoger compostela para el perro. No, aquí os ponen el sello y luego vosotros tenéis que mandar un WhatsApp a Paca y os lo mandan por correo postal. Походу можно получить креденциаль на Леброна. Сейчас будем разбираться, как это сделать. Hola. Nikita. Никита. Nikita, okay. This is the last one. Next time, Celebrate you have arrived. The Latin name and the English name. The spell, the Latin spell maybe is different with the English name. Окей. Thank you. Что дали нам, да? Олгам Любимова прошла. Смотри, а здесь Ольга Любимова, здесь правильно с расшифровкой. А еще дали Никитам Любимов и расшифровка Никитам Любимов. Все, убираем и идем Леброну получать, да? Да, спрашивать хотя бы, как получить. Оля решает вопрос с тем, чтобы Леброн получил свой креденциаль, потому что ему его не выдали, сказали, что там отдельная процедура. И вот сейчас Оля пытается сделать все возможное, чтобы ребенок получил свой креденциаль. Короче, Оля, чтобы Леброну дали креденциаль, отправила грустную фотку Леброна, который без креденциаля. На самом деле он грустный, потому что он хочет спать. И они нам поставили сердечко, и вот сейчас что-то пишут. Сейчас посмотрим, что они. Так. Спасибо. Могла бы не писать. Ну, короче, стандартный испанский ответ. Лишь бы что-нибудь зарядить. Te paso la información. Ага, ждем.
Новость хорошая. Леброн все-таки сможет получить свою собственную Компостеллу. Какая-то даже с дизайном, да? Да, есть организация специальная, оказывается, которая занимается животными на Камино Сантьяго. Они тебе дают очень много советов, как нужно идти. Они тебе дают специальный креденциаль для собак. И мы сделать свою собственную Компостеллу, специальную собачью. И нам домой на почту оригинал нам придет. ее на почту домой доставят. Вот они. Вот они, победители. Are the champions, Смотри, забанят за музыку. my friend. Гайс, мы только проснулись, и посмотрите, что нам принес курьер. Ну быстро, да, вообще? То есть прошло, то есть получается 2 дня? Да. Как они хотели тебе отдать быстрее твою Компостелку? Они понимают, что ты заслужил, а тебе ничего не получил. Вау. Ну-ка, и что там? И что там? Да-да-да-да. Como denunciar un caso de maltrato. DVD-диск, ну, хотел давно. DVD-диск. проигрыватель. Ну блин, все, теперь DVD-проигрыватель точно покупаю. Так, и что здесь? И что здесь? Что здесь Что есть здесь Компостелла? Какая-то, не знаю, что это. Адреса отелей собачьих. Так, это, наверное, Компостелла. А что Компостелла здесь, я не пойму. Вот она, спрятали, чтобы не помялась. О, Компостелла канина собачья. Что Леброн с чипом таким-то, все, конкретно наш Леброн, да? Прошел путь Сантьяго из Овьедо в компании Оли и Никиты. А его имя, кстати, на латынь не перевели. А он Леброн так и есть. А номер сертификата, да, есть? И написано Сантьяго де Компостелла 30 мая 26 года. И печать, посмотри, какая крутая. Да, может, вы заплатили Вообще, дополнительно. вообще. Круто, круто. Лебрончик. Твоя Компостелка, твоя. Кусни. Кусни, да, твоя. Ура! Мы ее повесим на стенку, скорее всего. Это все. А если тебе понравился мой фильм, то не забудь подписаться на канал. Я обещаю, что скоро выпущу еще что-нибудь интересное. Ну и вообще, спасибо.